Весной 1989 года в лесу штата Орегон пропала группа школьников с учительницей. Экскурсия была обычной, ясная погода, стандартный маршрут, но к вечеру группа не вернулась. Учебный автобус остался на стоянке, а телефоны молчали. Полиция сразу начала поиски, подключив Национальную гвардию, волонтеров и кинологов. Лес в радиусе 30 километров обследовали с вертолетами, но ничего не нашли. Дело затянулось на месяцы, но за год не удалось найти ни следов, ни тел. Родители требовали объяснений, пресса выдвигала теории, но расследование не дало результатов. Вскоре дело заморозили. Прошло 35 лет. В апреле 2024 года турист, проходя по малоизвестной тропе, заметил женщину, лежащую в кустах. Она была измождена, без обуви, с повреждениями от веток и солнца. Пульс был едва ощутим. Женщину госпитализировали. Медики диагностировали сильное обезвоживание, потерю веса, истощение и психическое расстройство. После того, как она пришла в себя, она потребовала вызвать полицию. Прибывший детектив Джон Смит был шокирован, когда женщина, представившись Софи Уитмен, заявила, что она из пропавшей группы 1989 года. Сначала детектив подумал, что это ошибка, но отпечатки пальцев и ДНК подтвердили ее личность. Через несколько часов в больницу прибыл шеф полиции Харрис, который в 1989 году был младшим следователем. Он хорошо помнил это дело. Софи рассказала о том, что произошло. Группа пошла в лес с учительницей миссис Хэмингтон и отклонилась от маршрута, чтобы осмотреть геологические образования. На одном участке почва обрушилась, и группа упала в подземную пещерную систему, не указанную на картах. Обрушение отрезало им путь наружу. Связи не было, и группа не смогла выбраться. Пещера была темной, с узкими проходами и почти без кислорода. Несколько дней они провели в панике, а потом начали действовать. Пили воду с потолка, ели корни и плесневые грибы. Соорудили ловушки на мелких подземных существ. Люди умирали от травм, инфекций и хронических заболеваний. Психика некоторых детей не выдержала, но учительница продолжала поддерживать порядок и вести дневник, убеждая всех выжить, чтобы их нашли. Прошло время, и Софи заметила узкую трещину в боковой пещере. Сначала думала, что это иллюзия, но потом поняла, что она ведет вверх. На расчистку прохода ушло почти полгода. Когда он стал достаточно широким, миссис Хэмингтон подтолкнула Софи к решению: если хоть кто-то доберется до людей, у нас появится шанс. Софи провела 2 дня в тоннеле без еды и света, и когда она увидела небо, она побежала к спасению. Ее нашли через сутки. Полиция организовала масштабную операцию с привлечением спасателей, геологов, военных и психологов. Пещера находилась за пределами первоначального поискового периметра, и растительность за десятилетия изменилась. Спутниковые снимки показали провал, вероятно, обрушение, которое привело к исчезновению группы. Работы велись вручную, чтобы не вызвать новое обрушение. Через 72 часа спасатели добрались до основной камеры, где нашли 17 выживших, среди которых были и взрослые мужчины, и женщины. У них начали развиваться дегенеративные изменения зрения, кожи и нервной системы из-за долгого пребывания без солнечного света. Все были эвакуированы, и началась реабилитация. ДНК-экспертиза подтвердила личности выживших. Это были те самые дети, пропавшие в 1989 году. Большинство родителей уже умерли. Некоторые не могли поверить в чудо, другие встречали выживших в слезах. Город оказался в центре внимания СМИ, и территорию вокруг пещеры оцепили. Ученые начали изучать геологию региона и пришли к выводу, что в 80-х годах
активизировалась подземная эрозия. Обрушение одного из участков породы перекрыло вход в пещеру. Без современной технологии георадара и карт шанс найти группу был почти нулевым. Софи вернулась в город. Дом ее семьи был продан, родители умерли, а сам город изменился до неузнаваемости. Люди, техника, улицы – все стало чужим. История ее выживания вдохновила многих, но сама Софи говорила, что иногда скучала по тишине под землей. Там все было понятно, а здесь все слишком быстро, говорила она. Через полгода большинство выживших проходило реабилитацию, изучая современные технологии, деньги, соцсети и привычки. Некоторые поселились в реабилитационных центрах, другие уехали к дальним родственникам. История исчезновения группы из Орегона стала одной из самых необычных в истории США, без сверхъестественного вмешательства, но с невероятной силой воли выжить.